Всем привет, мы в хоккее. Питерский СКА имеет все предпосылки стать главным провалом нового сезона. Почему? Сейчас расскажем, а вы подпишитесь, если любите хоккей. Основной предвестник провала и хаоса в команде – это главный тренер Игорь Ларионов. Наверное, ни одному болельщику и эксперту непонятно, что хочет сделать и делает этот специалист. Сменив на этом посту Романа Ротенберга, которого хейтили все, кому не лень, Ларионов буквально за пару недель успел отвернуть от себя всех фанатов СКА, фактически даже не успев приступить к работе. При Ротенберге каждый сезон менялось по 30 игроков. В запасе сидели звезды по меркам КХЛ. Никто не понимал, что это было, ведь результата ноль. Придет Ларионов, он хоккейный человек, хуже точно не будет, будет лучше, говорили они. Но на первой же пресс-конференции Ларионов дал понять, что правила управления его в Торпедо перенесутся и в СКА. Стало ясно, что в команде появится и его сын Игорь Ларионов-младший, который в Торпедо подвигов не совершал. Из-за Ларионова как раз в команде из Нижнего и начались проблемы, когда команду друг за другом покинули капитан и вице-капитан, которых и выгнал старший Ларионов без объяснений. Капитаном СКА назначен Сергей Плотников, хоккеист опытный и матерый, который может напихать в том числе и Ларионову-младшему. И как тогда в этой ситуации поведет себя Ларионов-старший, когда мы уже знаем итог ситуации в Торпедо? Скандалы здесь почти неизбежны, это очевидно. Но вас поставили в команду иного уровня и совсем других финансовых возможностей. Игорь Николаевич, вот вам шанс сделать то, что вы так долго естественно на словах льете в уши. У меня много идей и так далее. Но нет, плевать на результат, что будет, то и будет. Главное, сын устроен и под боком. Ведь все было ужасно именно в советском хоккее. Там относились как к материалу, к людям. А я очень толерантный и демократичный. Но когда же Ларионову готовить команду? Подготовка к сезону должна идти полным ходом, но на просторах интернета вместо кропотливой работы выходит новый проект «Пари с Ларионовым», где тренер ведет подкасты лично с разными гостями. Буквально за 3-4 недели на подкастах побывали 5 разных человек. Какая тут подготовка СКА? Складывается ощущение, что это тренерство вообще не основное место работы и совсем не нужно Ларионову. Он уже давно шоумен, но тогда зачем все это? По словам игроков, тренировки начинаются в 7 утра. Ну конечно, весь день потом впереди, нужно же еще новый подкаст записать. Видимо, тренировки подстраиваются под подкасты, а не наоборот. Через некоторое время после назначения Ларионова было объявлено, что в команду возвращается Игорь Захаркин на должность советника генерального директора. Кто инициатор этого возвращения, неизвестно, сам Ларионов или кто-то ему подсказал, но это светлое пятно в решениях СКА этим летом. Хотя сам Захаркин и заявляет, что тренировать не хочет, по некоторой информации именно он готовит команду к сезону, но Ларионову уже некогда. С такой целью как раз и приглашали Захаркина, опытного и именитого специалиста. Захаркин – это единственный довод, который не дает с полной уверенностью сказать, что СКА провалится вдрызг в новом сезоне. А ведь если команда чего-то добьется, то все скажут: смотрите, какой красавец Ларионов, вот ведь он главный тренер. Большая часть игроков ушли еще до Ларионова, но как убирал сам Игорь Николаевич хоккеистов из команды, это полный абсурд. Он создал новый групповой чат, и кого в нем не было, тех просто не пускали на стадион. Им отключали пропуск, мол, ты не в команде, должен сам все понимать. Это очень правильно и демократично, наверное, не объясняя ничего игрокам. А вот Тихонов, будучи тренером у Ларионова, был тиран и негодяй, потому что не разговаривал с профессором и лично не докладывал. А что же вы, Игорь Николаевич, не поступили по-другому? Каким же нужно обладать лицемерием, чтобы так поступать? Но говорить не делать. На вопрос о защитнике Карпухине, к слову, не самый плохой хоккеист, Ларионов ответил уверенно: а кто это такой? У нас и не было его с самого начала. После такого многое становится ясно. Поражает реакция руководства СКА на все это. Ничего не пресекается, все действия Ларионову позволены. А за какие заслуги такая полная власть? Разве Ларионов добился каких-то выдающихся результатов как тренер? Мало сына, из Торпедо перекочевал еще и защитник Маркус Филлипс, игравший до этого вообще непонятно в каких чемпионатах и в Торпедо абсолютно ничего не показавший. Но за какие заслуги вы приглашаете его в СКА? В команду, которая должна претендовать на кубок. Хорошо еще Линч не доехал до Питера, друг Ларионова-младшего, хотя вероятность такая была. На трансферы хоккеистов Захаркин, видимо, не влияет, иначе как бы в составе появились игроки вроде Ларионова-младшего и того же Филлипса, людей, которых даже бесплатно не стали брать команды ниже уровня. Приобретены Локтионов и Голдобин. Это как раз бывшие клиенты как агента Ларионова-старшего. Локтионов в «Спартаке» ничего особенного не показывал, к тому же ему 35 лет. Зачем он так понадобился? Голдобин вообще игрок настроения, на которого нельзя положиться. В регулярке он набирает много очков, но самые важные игры в плей-офф постоянно проваливает. Да и без атакующей системы Жамнова сможет ли он хорошо играть даже в регулярке?
Плюс за Голдобина отдали молодого и уже сейчас хорошего форварда Кузьмина, способного еще прогрессировать, права на 2 игроков и еще 35 миллионов. Неужели Голдобин всего этого стоит? Из Северной Америки приезжают опытные нападающие, как сказал сам Ларионов, наши итальянцы. Джозеф Бландизи, игравший в фарме Торонто, набиравший приличное количество очков в АХЛ, и Роко Гримальди, показавший в АХЛ просто отличные цифры по гол плюс пас, способный отдавать и забивать. Он будет чуть ли не самым низким игроком в КХЛ, всего 168 сантиметров. На бумаге это 2 хороших подписания, а как на деле? Ушли целая куча игроков из команды. Толчинского и Григоренко вообще отдали за бесплатно, игроков высокого уровня по меркам КХЛ. А за нескольких других форвардов СКА даже сам доплачивал клубам. Лишь бы их забрали, хотя там были не самые плохие хоккеисты. Странная тенденция сейчас идет в КХЛ с этим. В оборону приобретен из «Динамо Москва» Бреннан Меннелл, который почти не появлялся в составе «Динамо» с середины прошлого сезона, неизвестно почему, а когда появлялся, играл не лучшим образом. Но у него есть и российский паспорт. Также пришел Мёрфи, проведший отличный сезон в Сибири, но никогда не являвшийся командным игроком. Что не раз и демонстрировал в коллективе Сибири, как и некоторые другие канадцы, любящие себя в хоккее, а не хоккей в себе. С такими сложно что-то выигрывать. Вратарь первый номер так и не был приобретен до сих пор. Заврагин, Моисевич, Плешков не те вратари, с кем можно на что-то серьезное рассчитывать. Как и кем формируется состав, совершенно не ясно, но возможно мы еще увидим какие-то трансферы. В целом картина печальная, но наличие в системе клуба Захаркина дает мизерный шанс на успех. Впрочем, действия и ведение дел в команде Ларионова, плюс нахождение в составе его сына, которые и развалили торпедо, оставляют мало шансов на удачный сезон. А какими вы видите перспективы СКА? Подпишитесь, если хотите больше знать о хоккее. До свидания.